Доброго здоровья, друзья! Приветствую вас на своем канале Медовик. Меня зовут Виктор. И сегодня хочу очень коротко сказать вам о белковых подкормках, о их надобности, составах и ответить на вопрос, является ли это необходимостью, либо же это просто миф. Итак, для чего вообще необходимы белковые подкормки, кто не знает. Но даже кто не знает, тот все равно слышал о том, что нужно обязательно что-то давать пчелам. И каждый слышал из уже начавших пчеловодов, что хорошо берут то, хорошо берут это. Вот эта фраза «хорошо берут» – это корень всех зол. Потому что очень часто даже те пчеловоды, которые десятилетиями занимаются пчелами, продолжают раздавать пчелам всякий шмурдяк. Я так называю всякую гедоту, которую просто продолжают давать и давать. Это и красный перец, и различные там какие-то мука, соевая мука, еще что-то и так далее. Значит, если вас интересует конкретный состав, что и как, я на экране привожу, чтобы экран не был пустым, не просто мое лицо там было, привожу некоторые данные по самым распространенным веществам, которые используют, а также их состав. И поверьте мне, поверьте информации, которая есть на экране, тот состав, который содержится в пыльце, перге, которым пчелы действительно выкармливают личинки, он очень далек от того состава, который пытаются закормить, дать. Очень много различных видео, когда высыпают сухую горчицу, соевую муку, пчелы налетают, барахтаются, там что-то берут и так далее. И фразой, повторюсь, очень хорошо берут, прикрывают весь этот беспредел, который там происходит на пасеке. Почему я это называю беспределом? Почему я это называю какими-то глупостями, мифами и так далее? Потому что я не раз наблюдал на собственном опыте, когда у меня бывали случаи, я там где-то работал с деревом, у меня мелкие опилки, пчела подлетает, начинает эти опилки собирать себе на обножку и улетает с ними. Если вы возьмете и просто положите цемент, высыпите какую-нибудь шпаклевку мелкую, они тоже будут это все забирать. Точно так же, как различную другую гадость. Вопрос в другом. Снимите мне видео, как она приносит эту ерунду в улей и куда она потом девается. Снимите видео и покажите, где в рамке забита вот такая вот смесь там цемента с опилками и так далее. И что полезного из опилок может взять пчела. Но она хорошо берет опилки. К чему я веду? К тому, что есть определенный состав перги и пыльцы, которая изучена учеными. Белки, жиры и углеводы, а также ряд витаминов. Этот состав, он биологически заложен природой в развитии растений, которые являются пыльценосами. И, соответственно, пчелы, понимая это, видя этот состав, пробуя его, приносят его в улей и там дальше уже преобразовывают в корм для своих личинок. Сразу отвечу на вопрос, а зачем же они тогда такие умные берут опилки? У каждого существа, насекомое то или животное, есть инстинкт. Когда мысли отсутствует, разум отсутствует, но есть инстинкты. И вот инстинктивно берут. Простой пример. Кто видел из вас собаку, которая берет и съедает пленку из-под сосисок, а потом ею какает, извините за такие подробности. И очень много у животных бывает различных проблем, когда они съедают пакеты, просто пакет в чем-то вымазан. Она же не понимает, что это не даст ей какой-то пищевой ценности. Просто есть запах, течет слюна, срабатывает инстинкт, ей хочется этим полакомиться, она берет это и съедает, потому что оно имеет определенный вкус, особенно разные там сосиски, упаковки с них с искусственными ароматизаторами, усилителями запаха и вкуса. Существуют действительно нормальные белковые подкормки. Рецепт белковой подкормки я приводил в прошлом году в видео, оставляю это видео здесь, показываю, как оно выглядит, и оставляю на него ссылочку, как всегда, вы сможете пройти и посмотреть там состав с дрожжами, можно глянуть и приготовить. Когда используются белковые подкормки? Когда в природе нет пыльцы, когда идут затяжные холода, когда сегодня пчелы вылетели, завтра, послезавтра не вылетают, через 3-4 дня снова вылетели. Им нет времени собирать пыльцу, ее недостаточно, но она нужна им. Мы даем тогда белковые подкормки, нормальные белковые подкормки, не просто какой-то порошок, и пчелы его, потребляя в улье, организовывают питание, цепочку питания, передают друг другу, тем самым сами получают какие-то питательные вещества и вскармливают свое потомство. Через несколько дней вылетают, очищают свои кишечники, снова в поисках пыльцы, и ночью также они могут это все потреблять, когда не летают. То есть вопрос именно на безвзяточный период или из-за температуры, или из-за того, что в природе ничего нет. Нужно ли в этом году давать белковые подкормки? Категорически они не нужны. Почему? Потому что
уже у меня сегодня на календаре 11 марта, и если, скажем, буквально вчера я не видел, чтобы несли пыльцу пчелы, то сегодня я вам сейчас наведу камеру на литок, специально стал перед литками и покажу. Вот посмотрите, уже одна пчелка прилетела с пыльцой. Как раз позирует, ищет вход в улей. Остальные, вот еще одна прилетела. И так далее. То есть мы видим сейчас принос пыльцы в улей, свежей пыльцы, яркой, красивой, прекрасной. Вот еще одна прилетела. Это не монтаж там какого-то видео лета, и я наложил. Вот я вам показываю, лежит снег, лежит подмор, я еще не поубирал на снегу, тот, который пчелы успели вынести до чистки доньев. Вот здесь у меня капает вода с крыши, еще снег тает. Мы слышим этот звук тающего снега. Но пыльца уже пошла. И скажите мне, пожалуйста, если у меня на данный момент пчелы несут пыльцу, по прогнозу у меня стоит плюс, и этот плюс все увеличивается и увеличивается, и завтра будет плюс, и послезавтра, и так далее. Пчелы продолжают работать, продолжают нести пыльцу. Зачем мне давать им какую-то белковую подкормку? Для чего мне это необходимо? Если я уже дал для поддержания, для каких-то моментов, когда может быть форс-мажор по температуре, пусть остается, пусть забирают. Плюс там у меня подкормочка содержится. Вот эту же семью открою, которая пыльцу несет. Там у меня, вы видели, такая интересная подкормка, которая имеет вот такой вот цвет коричневый. Там она с витаминами, с пыльцой и так далее. То есть состав спрашивали, я посмотрю, скажу тогда состав в группе напишу. Категорически осуждаю применение различных порошков, которые в том числе раздражают кишечник пчел и могут просто забивать дыхальца, навредить или просто являются какой-то имитацией, по сути, какой-то резиновой подделкой, грубо говоря. Спасибо всем за внимание, благодарю всех тех, кто меня услышал и не будет больше так ошибаться и делать глупости. Всем мира, здоровья, всем пока.